Всем привет! Как всегда, перед началом ролика включите субтитры и подпишитесь на канал. Ну и кто хочет поддержать меня, может стать спонсором канала, получить авторские эмоджи и значок от меня. Тут есть несколько уровней спонсорства, поэтому выбирайте тот, который вам нравится, и оформляйте. Этот ролик немного отличается от всех остальных на моем канале. Я бы сказал, это как крик души и звоночек к разработчикам. Если они, конечно же, еще не совсем забили на игру. После того, как вы посмотрите весь ролик, прошу всех тех, кто еще активен и играет, распространите этот ролик. И также отправьте ссылку с саппортом и разработчикам на почту. Из названия ролика, думаю, все поняли, о чем пойдет речь. Все вы заметили тенденцию в последние пару месяцев, как уход из игры, именно уход старых игроков, которые не один год потратили на эту игру. Так почему же именно сейчас многие начали уходить? Я думаю, ответ лежит на поверхности. Для многих игра стала чем-то типа зашел, сделал ежедневное задание и вышел. Ведь на старых серверах практически ничего интересного не осталось. Да, вы скажете Neverland, но из предыдущего ролика вы видели, что подарки из Невера совсем не то, что бы хотелось иметь на поздней стадии игры. Что ж говорить о тронной войне, которую я бы убрал после второго слияния, ибо трон на старых серверах становится чем-то, где просто все обмениваются очками, ведь топ-1 альянс не победить, а если победить, то для этого придется потратить уйму ресурсов, что никак не окупят подарки трона. Да, в начале игры это весело. Но спустя время мы реально не нуждаемся в таком событии, как трон. Он попросту бесполезен. Разработчики подумали и сделали якобы межсерверный трон, в котором за победу вы получаете на пару красных флагов зверя больше, чем тот, кто проиграл. И тут также вопрос, а смысл воевать и тратить ресурсы, если проще обменяться очками даже в межсерверном троне, который был у нас только один раз за последние 2 года. Бесполезное унылое событие так еще и подается так, как будто что-то грандиозное один раз в 2 года. Битву королей я просто пропущу, событие для мега-донатеров, в котором бывает так, если ты даже выиграл бой, то можешь получить поражение. Ролик на эту тему есть на канале, можете глянуть ему, кому интересно. Ну и возвращаемся назад к вопросу. Так почему же люди начали уходить так быстро и много? Ответ очевиден. За место контента в PvP сражениях разработчики попусту делают новых героев, дабы выжать из нас все, что можно. Ведь некоторые новые легенды являются сейчас незаменимы. И теперь, как вы видите, арена практически у всех одинаковая. Если у тебя нет Лустии, Феникса, Офелии и вдобавок Думи, Актеона, Данкиль, то можешь и не мечтать о топ-50. Там тебе нечего делать. Старые легенды стали попросту бесполезны для арены. Ощущение, что разработчики открыли код старых героев и в характеристиках убрали по несколько нулей, а к новым добавили. Мета, где все используют команды для таймера, ставя героев с щитами и хилами, которые иногда даже с превосходством 200 тысяч силы не пробить на поздней стадии игры. То есть арены стали тоже унылыми. Берете хорошее место и ставите себе полностью защитный состав. И вас не победить очень весело, не так ли? Ну и в конце хочу посоветовать разработчикам все же ввести какое-то новое PvP сражение, а если вам лень думать, то еще 2 года назад я отправлял вам файл с событием и также сделал ролик по этому поводу, где от А до Я расписано и показано все, где всем будет весело и также вы получите от этого выгоду. Печально то, что вы для своего межсерверного события взяли пункты из файла, которые дают вам выгоду, и то, где мы должны тратить свои ресурсы, но не взяли то, что приносило бы нам удовольствие от игры. То есть, попросту не сделав ничего нового, мы получили скучное межсерверное событие, обычный трон, который не особо интересен для победы и который ничего не дает нам. И еще раз напомню, распространите этот ролик среди всех своих друзей и также отправьте ссылку саппортам и разработчикам игры. Может быть, после того, как большая часть активных игроков бросила игру, они возьмутся за голову, чтобы вернуть их всех и дальше больше. А на этом все. Надеюсь, этот ролик поможет разбудить разработчиков, которые находятся сейчас в спячке, и мы получим что-то супер веселое. Ну и самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой и всем пока-пока.